Сегодня я покажу вам, как вязать вот такой вот теплый снуд в 2 оборота. Вязала я его на заказ, и как вы уже поняли, его можно носить просто вот таким образом на шее. И также можно, как капюшон, вот так вот заворачиваться в него. Еще к этому снуду я связала вот такие митинги. Также вязала их на заказ. В этом мастер-классе мы их вязать пока не будем. Будем вязать чуть позже эти митинги или какие-то другие придумаю. Все, приступим. И для начала я, как обычно, нарисовала вам схематически, как мы будем вязать. Для нашего снудика нам понадобятся спицы номер 7. Будем вязать пряжу в 2 нити. И нужно связать вот такой, это также схематический, прямоугольничек. Длина его будет примерно 150 сантиметров. Вы можете сделать длину этого полотна немножко больше, 160 сантиметров, 170 или немножко меньше, 140, например. И ширину 30 сантиметров хочу сделать, плюс-минус 2 сантиметра. И давайте начнем с пряжи. Вот такая пряжа у меня, Lanoso Alpacana Fine, очень мягкая, приятная к телу, не колется, что очень для меня важно. Метраж пряжи 100 грамм, 220 метров, состав 35% шерсти мерино, 40 акрил и 25% шерсть альпака. Вот что указывает производитель, что гладить нельзя эту пряжу. И для ее вязания производитель указывает номер спиц 5 или 5,5. Мы будем вязать пряжу эту в 2 ниточки, вот так. И поэтому возьмем чуть потолще спицы номер 7. Эту пряжу можно заменить пряжей Lanoso Alpacana. Она в 2 раза толще, и поэтому вы сможете вязать в одну ниточку. Вот образец, это мой снудик, это Lanoso Alpacana пряжа. Но этого цвета не было в пряже Lanoso Alpacana, это такой ореховый цвет, поэтому я взяла Lanoso Alpacana Fine и буду вязать в 2 нити. Лично мне нравится эта пряжа, она хороша в носке. Не образовываются катышки на изделии. Вот этому снуду уже 3 года и нет ни одного катышка. Хорошо она переносит стирку, только ручную, конечно же. И нужно, когда вы постираете изделие, его сушить, как обычно, на ровной поверхности. В этой пряже также хорошая цветовая гамма, и поэтому вы сможете выбрать для себя свой любимый цвет для нашего снудика. Спицы можете взять для вязания снуда прямые, номер 7, или, как я, вот такие круговые спицы, металлические на тросике. И для начала мы, как обычно, вяжем небольшой образец. Набираем 20 петель обычным способом. Вот набрала я петелечки, теперь одну спицу вытягиваем. Так, дальше берем кончик наш, первую петлю снимаем. И дальше будем вязать платочную вязку. Первый ряд это лицевые петли. Последнюю петлю мы провязываем изнаночной, как всегда, это кромочная петля. Дальше разворачиваем наше вязание. Хоть это и круговые спицы, но мы вяжем поворотно-обратными рядами. Дальше первую петлю мы снимаем. И дальше вяжем опять платочную вязку, то есть все петли лицевыми. И таким образом платочной вязкой нам нужно провязать примерно 20 рядов для образца. Вот готов мой образец. Эта пряжа хорошо держит форму. Итак, мы раскладываем образец на стол, берем сантиметровую ленточку и измеряем ширину данного образца. Итак, примерно у нас получается вот 15 сантиметров. Это учитывая кромочные петли. А мы хотим, чтобы ширина нашего снудика была 30 сантиметров. Значит, нам нужно набрать в 2 раза больше петель, то есть 40 петель. И хочу вам показать поближе. Вот смотрите, эта пряжа имеет вот такие ворсинки. Образец убираю в сторону и начинаю вязать снуд. Оставляем кончик, примерно 50, возможно 60 сантиметров. И нам нужно набрать 40 петель.
Вот я набрала нужное количество петелек. Теперь я вытягиваю одну спицу. Петелечки держу в левой руке. И начинаем вязать. Первую петлю снимаем, дальше лицевые петли. Последняя лицевая петля. И кромочную петлю мы провязываем изнаночной. Дальше разворачиваем вязание. Снимаем первую петельку. И снова вяжем ряд лицевыми петлями. И таким образом будем вязать поворотно-обратными рядами наш снуд до нужной нам высоты. Счетчиком рядов я пользоваться в данном случае не буду, так как удобнее мне, например, измерять длину полотна сантиметровой ленточкой. Ребята, если вы вяжете вместе со мной снудик, то прикрепите, пожалуйста, фото вашей работы на стенку в группе ВКонтакте. Для вязания такого снуда можно использовать и другой какой-то узор. Есть масса узоров, которые используются для вязания из объемной пряжи. А также его можно сделать не однотонным, как у меня сейчас, а, например, полосатым. Провязала я уже небольшое полотно, и у меня закончилась пряжа. Я беру следующие два моточка, вот кончики, прикрепляюсь таким образом. Первую петлю в этот раз мы провязываем вот так. Лицевая петля первая. И дальше вяжем лицевые петли. Прикрепляйте новую ниточку всегда в начале ряда. Если будете прикреплять здесь где-то посерединке, то у вас будет два кончика от предыдущих клубочков и от новых. И, конечно же, красивее будет, если вы спрячете эти кончики вот здесь по краю снудика, чем если бы вы прятали их где-то в середине. Провязала я уже примерно 1,5 метра полотна, вот уже на столе не помещается. Вы можете связать 1,40 метра, как я вам говорила, 1,45 метра или больше сантиметров. Сейчас я довязываю ряд лицевыми петелечками. Вот. Теперь поворачиваю наше изделие и будем сшивать концы. Так как я вязала лицевыми петелечками последний рядочек, то здесь с изнаночной стороны образовался изнаночный ряд последний. И вот когда он у нас здесь, на этой стороне, мы будем начинать сшивать. Ниточку от клубочка я уже отрезала. Теперь разворачиваю наше изделие вот таким образом и прикладываю, чтобы полотно просто вот так шло по кругу к этому концу. Вот я все разложила, как мне удобно. Здесь у нас кончик, тут где мы набирали петелечки. Этот кончик давайте прикрепим просто вот крючком. Захватываем его и сюда прикрепляем, просто чтобы он нам не мешал, не спутывался с основной ниточкой, с этой. Дальше мы берем иголочку большую с большим ушком. И вот этот хвостик, который мы оставили примерно сантиметров 70, протягиваем в иглу. И начинаем сшивать наши концы. Иглу вводим в первую петлю, вот таким образом, просто ее снимая. Дальше берем этот конец снуда. Смотрите, вот отсюда у нас выходит хвостик. Это последняя кромочная петелька. Вот сюда вводим нашу иголочку, протягиваем нить. Подтянули нашу ниточку, чтобы этот конец был поближе к спице. Дальше мы иглу вводим в следующую петельку вот сюда. Видите? Вот наша петелечка. Вот рядышком, сюда вот, вводим иголочку сверху вниз, вот так, и вытягиваем. Подтянули ниточку. Дальше вводим нашу иголочку сверху вниз в первую петлю, которую мы уже сняли. Вот она. Вот таким образом вводим иглу и вытягиваем нить. Дальше вводим иголочку в следующую петлю на спице таким образом. Протягиваем. Теперь эту петлю со спицы снимаем. Вот так. Опять подтянули немножко. Дальше работаем со следующей стороной. Смотрите, вот эта волна, так сказать. Я не знаю, на что она похожа. Раз, два. И всегда вводим сюда иглу. Снизу вверх подтянули.
и сверху вниз. И вытягиваем. И таким образом мы сшиваем два конца нашего снудика. Запоминайте, откуда идет эта ниточка. Вот с этой петелечки. Вот ее оттяну. Отсюда идет наша нить. Мы вводим иголочку сюда, в предыдущую снятую. Вот она, петля. Дальше сразу сюда, в петлю на спице. Подтянули. Сняли петлю со спицы. Подтянули опять чуть-чуть. И опять вводим иглу снизу вверх в эту петлю, откуда шла наша ниточка. Раз. Подтянули. И рядышком сверху вниз опять подтянули. И повторяем одни и те же движения до конца ряда. Старайтесь ниточку не сильно затягивать, а просто вот тяните до тех пор, пока вот так, до упора. Она уже сама вам подскажет, что уже дальше тянуть не нужно. Затягивать специально сильнее ее не нужно. И вот посмотрите, у нас получается такой же эластичный шовчик, как и весь наш снуд. И обязательно следите за тем, чтобы вы случайно иголочку не ввели только под одну нить. Мы вяжем снуд в 2 нити. И вот смотрите, эта петелечка состоит из 2 вот ниточек. Одна и вот вторая. И нужно вводить иглу под 2 нити. Обязательно под 2. А возможно, вы уже видели на моем канале, есть видео мастер-класс, как вязать снуд-трубу. Так вот, в этом видео мастер-классе я также использовала этот шовчик. Вот, дошла я до конца, сняла петлю со спицы. Дальше ввожу вот сюда в петелечку, как обычно все делаем. Дальше вводим в кромочную с краешку вот здесь. Вот сюда. И сразу можно вводить в эту петлю, которая на спице. Спицу убираем. Подтягиваем ниточку хорошенько, переворачиваем вязание. И смотрите, здесь вот перекрутилась петелечка. Мы вводим иглу. Сейчас покажу вам. Вот сюда. Поправляя как бы ее. Вот видите, теперь стала на место. Вот сюда вводим и через все полотно прокалываем иголочку. Просто примерно в любом месте вот так вводим иголочку на изнаночную сторону и вытягиваем. Переворачиваем наше изделие, обрезаем нить, оставляем сантиметров 13-15. Вот остался хвостик. И сейчас берем крючок, примерно номер 2,5 или больше 3. И прячем нашу ниточку. Вот сюда протянули, дальше разделили ее надвое, протянули где-то в петелечку вот так, видите, в произвольном месте и завязываем узелок 1 и 2. Дальше опять слаживаем ниточки, их перекрутить можно немножко и опять протягиваем в полотно эту ниточку. Раз. И еще раз расслаиваем ее, разделяем и опять завязываем в узелок. И так сделать можно раза 2-3, а то и 4, потому что ниточка скользкая, и чтобы не развязалась. Сделали несколько узелков, и теперь вот таким образом в эти волны наши, которые образовались от провязывания лицевых петелек, мы прячем ниточку. Протянули несколько сантиметров 7 и обрезаем ниточку. Таким же образом мы прячем кончики, все, что остались у нас на снудике, и наш снуд будет готов. Делитесь этим видео и приглашайте к вязанию всех своих друзей. Пока!